Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Форе, меня зовут Катерина Лето, и сегодня у нас в гостях уникальный музыкант, представитель коренного населения Южной Америки, Атипак Кристиан. Добрый день! Приятно познакомиться, очень приятно. Очень рада видеть вас, и welcome to Kazakhstan! Спасибо большое, благодарю. И у меня есть пара вопросов, нам очень интересно узнать из первых уст немного о вас, о вашей стране, о вашей родине, о вашем этносе, из какого вы племени. Хорошо. Прежде всего, меня зовут Атипак Кристиан, приятно познакомиться. Спасибо, что пригласили меня в это пространство. Я музыкант из Атавала, из Эквадора, из этой красивой страны, 4 миров. Я родом из племени Атавала, народа Атавала. Народ Атавала знаменит своим качеством, музыкой, непосредственной музыкой анд, многими другими вещами. Итак, я родом из Атавала, из Эквадора. Из какого вы племени? Осталось такое, что я слышала, есть в тех районах неконтактные племена, которые далеки от цивилизации, которые никак не выходят на связь с внешним миром, и более того, они могут даже убить человека, если ты попадешь на их территорию. Что-то вот об этом вы знаете? Можете нам рассказать? Нам очень интересно. Если говорить точно, да, сохранились некоторые неконтактные народы. Недавно я как раз был на встрече по обмене культурой с одним из них в этой зоне Эквадора. Это был, да, действительно очень интересный опыт. Нужно иметь большое уважение к природе и ко всему вокруг, чтобы пребывать в таких местах. Хорошо, отлично. А еще так интересно, раз уж мы говорим про племена и этнос, есть ли у вашего народа какая-то этническая, уникальная песня, которую исполняют все, которую знают все, может быть, напевают или играют вот на флейтах? Да, есть такая песня, но на самом деле есть множество песен, которые нравятся людям, и есть разнообразные стили, как сан-хуанита, инструментальные, этнические. Лучше сказать, любят многие песни, но есть самые популярные, как «Полет Кондора» и «Моя Родина». Это традиционная музыка. А вы можете сыграть что-нибудь из этого сейчас?
оказались в Казахстане. Почему именно Казахстан? И что больше всего понравилось из того, что успели увидеть? Прежде всего, я сейчас совершаю тур по Евразии. Как этнический музыкант, я являюсь участником некоторых фестивалей, а также выступаю на частных мероприятиях. Так я оказался в этой прекрасной стране. То малое, что я уже узнал о Казахстане, мне очень понравилось. Это и природа, и горы. В этом очень похоже на Эквадор. И еда, и культура. А вы шаман? Можно и так сказать. Это у меня в роду. М. А вот что касается природы, удалось уже побывать в наших горах? И как вы ощущаете эту силу мест, именно духовную составляющую гор? Ощущаете или нет? Это похоже на вашу местность по мощности или это совсем другое? Да, у меня была возможность знакомиться здесь с красивыми местами, с горами. Да, здесь чувствуется эта энергия, природная энергия. Это очень классно. А сейчас интересно послушать про происхождение ваших флейт. И это ручная работа, да? Это вы сами сделали, или ваши мастера, или вы привезли откуда-то? Расскажите побольше о ваших инструментах. Изначально, в прежние времена, флейты в Андах использовались для определенных церемоний и событий той эпохи. Все они изготовлены из бамбука, из разного типа бамбука, что произрастает в регионе лесов Эквадора. Некоторые из них сделаны мной, некоторые сделаны по моему заказу у специальных мастеров. А вот у меня тут есть тоже флейта, я ее привезла из Индонезии, мне ее сделали. American Flute Drone. Это то же самое, что ваши флейты, или это все же есть различия? А есть ли у вас такие же двойные? Вот, что вы можете сказать о ней, как вот мастер? У меня нету именно этого типа флейты. У меня есть одна похожая, она не двойная. Это флейта проста в использовании по сравнению с моими, которые сложнее и с другой аппликатурой. И вообще у меня есть флейта похожего плана. Мне ее изготовил один мастер. Называется флейта Натива. Сделана в Эквадоре. А может, вы дадите мне пару фишек и мастер-классов, как я могу апгрейдить и совершенствовать свое мастерство во флейте? Потому что, да, я могу сыграть гамму, ну и на этом все заканчивается. Что еще сделать? Совсем чуть-чуть. Ну, может быть, 2-3 совета, что необходимо мне соблюдать, чтобы классно играть, как вы? Как я вижу, все хорошо. Позиция пальцев у вас правильная. Только нужно упорство и постоянная практика, особенно в постановке рук. Необходимо дать больше воздуха нашему пространству, чтобы он не заканчивался на половине тона, а сам инструмент выполнен чудесно. Да, она потрясающая, реально очень красивая. Первое – это тренируем беглость пальцев. Второе – тренируем длинный выдох, и тогда вы зазвучите. Ну и, конечно, нужно знать, какую именно зажимать. Если вы откроете верхние, она будет фальшивить, да? То есть тут правильно еще нужно знать, что зажимать. А такие нужно уже отдельно с мастером, мне кажется, да? Следующий вопрос.
Как вы стали популярным? Расскажите секрет вашего успеха. Собственно, весь секрет в усердной работе. Всегда надо любить то, что делаешь, и продолжать трудиться. На самом деле у меня не было такой цели, как стать популярным или что-то из таких вещей. Я всего лишь занимался своим творчеством из-за любви к этому творчеству. Я хотел делиться этим с людьми, делиться своей музыкой, своей культурой через музыку. И вот я здесь теперь. Здорово, здорово, это ценно очень. И еще такой вопрос интересный. Я видела вас на YouTube-канале, вы выступали на грандиозном масштабном концерте. И вот хочется тоже послушать вас. Расскажите о самом ярком опыте концерта. Как это было внутренне, как вы ощущали себя, этот масштаб, когда много людей слушают вас, и вы играете для них? Мое самое яркое выступление, наверное, когда я выступал на чемпионате мира в Катаре. Моей целью всегда является демонстрация моего творчества, моей культуры, истории моих предков. И это было прекрасно, просто прекрасно видеть, как столько людей слушают мои песни. И даже если они не понимают, о чем песни, они чувствуют, где-то внутри, чувствуют, что это просто что-то особенное. А какую музыку вы любите слушать из современных? Я слышала, что вы играете кавер-версии у себя тоже на канале. Что больше всего вам нравится и что бы вы хотели сейчас нам тоже сыграть? Мне нравятся многие песни. На самом деле мне нравятся все виды песен. Я слушаю все типы музыки, фольклор, эмбиент. Я слушаю это все. Хорошо, давайте я исполню один кавер. Называется «Песень Окарины». Давайте послушаем все вместе.
что ж, дорогие друзья, вы напишите в комментариях, какой трек понравился вам больше всего. И, конечно, подписывайтесь, ставьте лайки. А у нас был гость из Эквадора, Атипак Кристиан, Порешники.